2023 года в России будет запущена новая самостоятельная валюта – цифровой рубль. О запуске новой валюты как о данности заявил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Изначально планировалось запустить цифровой рубль еще в 2022 году, но в связи с печальными событиями презентацию отложили. Но работа по интеграции новой валюты в банковскую сферу не останавливалась ни на минуту. Согласно анонсированным планам Центрального банка, 2023 года цифровой рубль будет использоваться в расчетах между предприятиями и физическими лицами. В 2023 году цифровой рубль будет использоваться в расчетах между предприятиями и физическими лицами. В 2024 году на цифровой рубль обязаны будут перейти все кредитные организации, действующие на территории России. В 2025 году будет реализована схема, при которой цифровой рубль будет возможно использовать в качестве расчетов даже без доступа к интернету. Учитывая то, что правительство заинтересовано в том, чтобы цифровая валюта как можно скорее вытеснила живые деньги, следует вывод о том, что первыми, кому придется использовать цифровой рубль, будут бюджетники и пенсионеры, которых добровольно-принудительно подтолкнут к такой форме получения пенсии и зарплаты. Полагаю, что уже во второй половине 2023 года в первую очередь начнут заставлять переходить на цифровой рубль бюджетников. Флагманом во внедрении этой системы является Банк ВТБ. Соответственно, бюджетные организации, в которых заработная плата перечисляется на карты банка ВТБ, и станут добровольно-принудительными новыми держателями цифровых рублей. Вторыми на очереди будут молодые семьи с материнским капиталом и получатели различных социальных пособий. Скорее всего, пенсионеры будут последними в этом списке. Так что же такое цифровой рубль и зачем его решили так срочно ввести в оборот? Цифровой рубль представляет собой электронный код, который хранится на сервере Центрального банка России. Соответственно, за безопасность персональных данных, а равно за обеспечение цифрового рубля, отвечает Банк России, который, как известно, не подчиняется ни одной из ветвей власти, по своей сути являясь частной организацией. О неподконтрольности Банка России прямо заявлено в статье 2 Федерального закона от 10.07.2002 года о Центральном банке Российской Федерации. Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральным законом. Это важное обстоятельство необходимо помнить и понимать. Использовать цифровой рубль предполагается посредством приложения, установленного на мобильный телефон, по аналогии с безналичными переводами. В общих чертах процедура выглядит так. Первое. Гражданин регистрирует аккаунт на сайте Банка России. Создается уникальный цифровой кошелек, который будет привязан к человеку до конца его жизни и в котором будут содержаться электронные записи о том лимите цифрового рубля, которым он имеет право воспользоваться, а также сведения о всех совершенных им операциях. Осуществление переводов и оплаты будут проходить путем ввода соответствующих команд в приложении, как это сейчас происходит через стандартные банковские приложения, такого типа как Сбербанк онлайн, Тинькофф онлайн и тому подобное. В случае, если гражданину нужны будут наличные деньги, он сможет обратиться в любую кредитную организацию и обменять электронный рубль на живой. Свою спешку по внедрению цифрового рубля Банк России объясняет тем, что введение новой системы оплаты позволит стать независимыми от международной системы SWIFT, что является необходимым условием для выживания финансовой системы в условиях санкций. Какие изменения принесет цифровой рубль в жизнь россиян? На уровне обкатки системы изменения не будут существенными, и рядовой обыватель вначале не заметит разницы с безналичной системой оплаты. Разницу обыватель почувствует где-то примерно в 2025 году, когда цифровой рубль по большей части вытеснит живой и безналичную оплату. Главной целью цифрового рубля является централизация абсолютно всех финансовых операций, совершаемых на территории России.
Банк России получит прямой доступ к информации о всех расходах и доходах гражданина в любой организации. Учитывая бесконтрольность Банк России, с вероятностью 100% все данные уйдут в стан противника. По большому счету финансовый шпионаж и разведка уже будут не нужна. Любые сведения можно будет выкупить или украсть с серверов Банка России. Второй целью введения такой системы будет то, что всю информацию будет обрабатывать искусственный интеллект и в автоматическом режиме блокировать подозрительные операции. Плюсом будет то, что серые зарплаты исчезнут полностью, поскольку при такой системе все доходы человека будут фиксироваться, и доход из неизвестного источника будет автоматически являться подозрительным. Данному обстоятельству могут обрадоваться взыскатели алиментов, которые годами не могут получить от должников никаких денег, поскольку последние получали зарплаты в конвертах. Также этому порадуются и коллекторы, поскольку должник по просроченным кредитам больше не сможет от них скрыть свои доходы. Еще один существенным плюсом является то, что такая система сильно ограничит мошенников в возможности легализовать денежные средства, добытые преступным путем. То же самое можно сказать и о чиновниках-коррупционерах. Они так же, как и мошенники, утратят возможность легализовать полученную взятку. Минусом будет являться то, что по щелчку компьютерной мыши человека можно будет лишить всех средств к существованию. Третьей целью будет уничтожение банковского сектора. Центральный банк, взять на себя обязанность по контролю всех финансовых операций в стране, фактически сделать ненужными банки в качестве операторов денежных переводов, что является одним из основных источников их доходов. Зачем заводить счета в банке и их обслуживать, если все платежи будут осуществляться через электронные кошельки Банка России? Учитывая, что выдача кредитов осуществляется строго исходя из политики Банка России, все банковские операции в течение 50 лет станут его филиалами. Следующей, четвертой целью является снижение издержек на изготовление билетов Банка России. В конечном счете, цифровой рубль предоставляется мягким аналогом системы рейтинга, принятой в Китае. Постепенно запись о лимите денежных средств на вашем счету в электронном кошельке превратится в систему баллов. Отработали месяц без замечаний, получаете 300 баллов. Из них вы можете потратить 150 баллов на продукты и 100 баллов на оплату коммунальных услуг, а оставшиеся 50 на любые потребности. Больше 150 баллов на продукты тратить нельзя, так как это увеличит углеродистый след и убивает планету. Совершили административное нарушение – минус 10 баллов. Вышли на пикет против повышения цен на ЖКХ – минус 1000 баллов. И отказ в обслуживании в магазинах. Все указанные изменения происходят в рамках четвертой промышленной революции, центром которой была избрана Российская Федерация. Вероятно, в России скоро вообще не будет денег, как и в других странах. В истории нашей страны была попытка покончить с деньгами раз и навсегда. Это было во времена так называемого военного коммунизма. Политики, которую большевики проводили в 1918-1921 году. Они руководствовались положениями классиков марксизма об отмирании денег при коммунизме и стремились ускорить приближение коммунизма путем перехода к прямому распределению продуктов труда и сворачивания товарно-денежного обращения. Дескать, лучше организовать прямое распределение жизненно необходимых продуктов и предметов, полностью отказавшись от денежных знаков. Ладно, теперь перенесемся в наше время. Во всем мире начались радикальные изменения, получившие название «Великая перезагрузка». Суть их описана в книге Клауса Шваба. Клаус Шваб лишь мельком упоминает цифровую валюту как инструмент великой перезагрузки, а между тем цифровая валюта призвана заменить нынешние деньги как наличные, так и безналичные. Но для чего? Чтобы потом вообще отменить деньги. Все идет по плану. Тема официальных цифровых валют стала звучать громко уже во второй половине прошлого десятилетия. Прошу не путать с криптовалютами, которые также являются цифровыми деньгами, но частными, которые скоро исчезнут. А вот официальные цифровые валюты – деньги центробанков.
Первыми от создания цифровой валюты объявил Народный банк Китая. Не исключено, что уже в 2022-2023 году цифровой юань будет введен в масштабах всего Китая. Сейчас он тестируется в ряде регионов страны. О планах создания уже объявили Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и многие другие центробанки. Решил не отставать от них и Банк России, который осенью прошлого года обнародовал доклад «Цифровой рубль». И вот уже следующий серьезный шаг Банка России. 29 июня на сайте Российского Центробанка появилась информация о том, что Сбербанк, ВТБ и еще 10 банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе 2022 года и будет проходить несколько этапов на протяжении всего года. На первом этапе планируется опробовать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В тот же день первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия-24» раскрыла некоторые подробности. На первом этапе с января мы планируем в тест запустить эмиссию цифрового рубля, переводы между физическими лицами и взаимодействие клиента, банка и платформы цифрового рубля. На втором этапе, также в 2022 году, мы планируем, что мы сделаем пилот по оплате товаров и услуг. То есть, когда физическое лицо оплачивает юридическому лицу. И дальше уже вместе с банками выберем следующую поэтапность. Также она оценила, насколько Россия готова к тестированию цифрового рубля в сравнении с зарубежными регуляторами. Наша готовность к концу этого года, на мой взгляд, оценивается как достаточно высокая, и мы точно идем строго по плану, который мы обсуждали в рамках концепции, заключила она. Шелуха словесной маскировки. Если вы зайдете на официальный сайт Банка России, то там найдете очень и очень много информации, посвященной цифровому рублю. В основном информация технического характера. Но большинство наших граждан так и не понимают, зачем нам он нужен, цифровой рубль. Нам отвечают на подобные вопросы следующим образом. Цифровой рубль станет третьим видом денег наряду с нынешними наличными и безналичными рублями. Наиболее пытливые пытаются понять, зачем нам третий вид денег. Вполне ведь хватало и двух их видов. Может быть, Банку России лучше сконцентрироваться на том, чтобы навести порядок в обращении уже существующих видов? Таким наиболее непонятливым Банк России в упомянутом выше докладе отвечает: введение в оборот цифровых рублей приведет к снижению транзакционных издержек для потребителей, росту конкуренции среди банков и борьбе за клиента. Подобное объяснение цели разработки и введения в обращение цифрового рубля не проясняют, а наоборот, еще более затуманивают. И не случайно, потому что истинные цели скрываются. Но о них можно узнать по материалам китайских источников, где Народный банк Китая уже далеко продвинулся в реализации проекта цифрового юаня, и детали его уже скрыть невозможно. Кое-что можно подчерпнуть из материалов по проектам цифрового доллара и цифрового евро, а также из материалов Банка международных расчетов. Каковы же истинные цели? Во-первых, цифровая валюта призвана заменить в кратчайшие сроки наличные деньги. Вытеснение наличных денежных знаков из мира денег идет давно. Но, как считают представители мировой элиты, типа Клауса Шваба, крайне медленно. Этому сопротивляются простые граждане, не безосновательно считающие, что наличные деньги гарантируют хоть какую-то свободу, избавляют человека от контроля со стороны большого брата. Цифровая валюта призвана нанести окончательный смертельный удар по наличным деньгам. Китайцы где-то года два назад честно признались, что цифровой юань призван заменить наличные деньги. Во-вторых, цифровая валюта несет смертельную угрозу обычным банкам, которые мы привыкли называть финансовыми посредниками. Они являются промежуточным звеном
между миллионами физических и юридических лиц из центробанков. Коммерческие банки являются эмитентами почти всей массы безналичных денег. В тех моделях цифровой валюты, которые разрабатываются Банком международных расчетов для всех физических и юридических лиц, то есть миллионов и десятков миллионов, предусматривается открытие счетов цифровой валюты в самом Центробанке. Миллионы и десятки миллионов физических и юридических лиц попадают под прямой контроль Центробанка и призван стать недремленным оком большого брата, а коммерческие банки становятся пятым колесом в телеге. Безналичные деньги, которые создавались коммерческими банками, уйдут в небытие вместе с самими эмитентами таких денег. Может быть, какие-то коммерческие банки и выживут, но не как самостоятельные субъекты денежного мира, а станут подразделениями центральных банков, выполняющими исключительно технические задачи. В-третьих, цифровые деньги, которые заменят нынешние наличные и безналичные, будут иметь ограниченные функции. Об этом откровенно заявил несколько месяцев назад Народный банк Китая. Они сохранят функции меры стоимости, средства обмена и средства платежа, но будут лишены четвертой функции – средства накопления. Как было сказано, срок действия выпущенного в обращении цифрового юаня будет ограниченным. Он будет таять и в какой-то момент прекращать свое существование. Сберегать и накапливать деньги с помощью цифровой валюты будет невозможно. Можно продолжать и дальше, в-четвертых, в-пятых и так далее, но хочется сказать самое главное. То, чего мы не сможем найти даже в документах этих банков, но что между строк читается в книге Клауса Шваба. Раз деньги в эпоху цифровых валют теряют свою функцию накопления, следовательно, невозможно и накопление капитала. А без накопления капитала не может быть и привычного нам капитализма. Именно об этом и говорит на птичьем языке профессор Шваб. И это новое общество, где уже не будет капитала. Он называет инклюзивным капитализмом. За этим бессмысленным термином скрывается модель общества, которую можно назвать новым рабовладельческим строем. Это дивный мир. Удивительно, подробно и точно описанный. В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время как бумажная салфетка. В нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают и бросают. И уже, конечно, в таком обществе денег не будет. Будет действовать принцип учет и контроль. Причем в режиме онлайн. Отдаленный этот дивный мир с учетом и контролем напоминает то, что переживала наша страна в годы военного коммунизма. Но только отдаленно. Тогда не было такого электронно-цифрового концлагеря, который выстраивается и достраивается на наших глазах. Тогда военный коммунизм просуществовал лишь 3 года. Сейчас военный инклюзивный капитализм строится надолго или даже навсегда. Итак, для продвижения проекта цифрового рубля Банк России использует набор пустых фраз. Мол, цифровой рубль что-то улучшит, уменьшит, снизит, ускорит, увеличит, облегчит доступ к финансовым услугам и тому подобное. Как мне кажется, сами сотрудники Банка России до конца не понимают, что они озвучивают. И вполне вероятно, что их используют в темную какие-нибудь неизвестные дяди, которые понимают истинные цели внедрения цифровых валют. Цифровой рубль нужен лишь для достройки электронно-цифрового концлагеря. Как только он будет достроен, цифровой рубль будет отменен. В концлагерях, как известно, деньги не нужны и даже строго запрещены. Цифровые деньги – средство контроля людей. Если ваша банковская карта – это вклад, по которому банк гарантирует выплату, то цифровой рубль не будет никак обеспечен, несмотря на все те красивые слова, что они уже собираются придумать. Цифровые деньги не в ваших руках. И чтобы воспользоваться заработанными деньгами,
Нам могут поставить любые условия. И самое интересное, что в цифровые деньги начинают вводить по всему миру одновременно, как по команде, в таких разных странах, как Турция и США. Они вообще все в мире теперь делают одновременно. Все, налички больше не будет. Цифровой рубль – это даже не безналичные деньги. Это совершенно другое, не имеющее отношения к деньгам. Для него требуется изменение законодательства. Цифровые деньги – это не карты и не вклады. Это вообще не наши деньги. Это код, который неограниченно может выпускаться Центральным банком. На самом деле мы просто не сможем пользоваться цифровым рублем, а значит вообще деньгами, не заключая договора с банком. Они будут выступать посредниками, пока мы не придем в банк на поклон. Не продать, не купить мы ничего не сможем. Если вы не клиент банка, значит и доступа к деньгам у вас не будет. В 2020 году все страны усиленно занялись разработкой цифровой валюты. Индонезия, Китай, Норвегия, Корея продвинулись уже довольно далеко в введении цифры. И все, что нам остается, противиться введению цифровой валюты, насколько мы сможем.